Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео буду делать коррекцию с помощью геля, а также в качестве дизайна сегодня будет яркий градиент. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Этим ногтям уже 3 недели и пришло время делать коррекцию, а для этого мне нужно полностью снять старый материал. Для этой цели использую твердосплавную фрезу, форма кукуруза. Скорость вращения насадки 35 тысяч оборотов. За эти ногти я переживала все 3 недели. Ведь в прошлый раз клиентка перед процедурой намазала руки кремом, и я очень переживала, чтобы материал в процессе носки просто не поотслаивался. Сегодня вижу, что прошло все хорошо и больших отслоек не было. Снимаю материал очень аккуратно, чтобы не повредить натуральный ноготь. В прошлый раз клиентка тоже постаралась и обрезала себе кутикулу прямо перед маникюром, поэтому я ее очень попросила, чтобы она больше так не делала, ведь это мне не помогает, а наоборот только мешает в моей работе. Отодвинув апельсиновой палочкой кутикулу, приступаю к работе с фрезой. Использую вот такую небольшую, но объемную фрезу, ее часто называют оливка. Работаю, как всегда, сначала на форварде. Вычищаю весь птеригий с одного синуса. Также прочищаю пазуху возле боковых валиков. Далее я останавливаю свой аппарат и жду, пока фреза перестанет вращаться. И тогда включаю кнопку реверса. Теперь мой бор оборачивается в другую сторону, и я вычищаю птеригий с другого синуса. Также прохожусь в пазухе возле бокового валика. Пилкой 100 грит сужаю свободный край, а также прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Делаю это максимально аккуратно, слегка царапаю ногтевую пластину. Раньше моя клиентка делала маникюр сама себе, и, как вы видите, ногтевая пластина сейчас немного перепиленная, поэтому, чтобы ей не навредить, нужно работать очень аккуратно. Теперь приступаю к нанесению вспомогательных жидкостей. Изначально это дегидратор. Когда он полностью испаряется, наношу бескислотный праймер. Когда он немного подсох, могу втирающими движениями наносить базовое покрытие. В качестве базы сегодня использую прозрачный гель. Сегодня в своей работе в качестве твердого материала я взяла обычный гель-желе от торговой марки Камильфо. Он после полимеризации немного изменяет оттенок, и поэтому я его не использую для выкладных френчей. А вот как для коррекции, когда я буду перекрывать ногти гель-лаком, он отлично подходит. Теперь могу отправлять руку в лампу. Когда материал полностью заполимеризовался, вытираю липкий слой. Тонкой керамической фрезой я убираю остатки прошлого выкладного френча, а также выпиливаю натуральный ноготь. Теперь осталось пилкой 100 грит придать ногтям форму, затем сделать поверхностный опил. Чтобы завершить опил, я еще беру пилку для натуральных ногтей, прохожусь ею по торцу, а также подпиливаю нижние параллели. Бафлю переход от искусственного материала к натуральному ногтю. Кусачками для кожи срезаю кутикулу. Чтобы потом не возникли заусеницы, я использую маленький алмазный шарик для шлифовки кожи.
Ну а теперь самая яркая часть нашего видео. И это в прямом смысле, а не в переносном. Ведь для нашего градиента мы выбрали очень яркие оттенки, а именно желтый, зеленый и синий-голубой. С помощью обычной кисти для рисования я нанесла яркие оттенки полосками. Затем беру кисть для градиента и плавными движениями сглаживаю переход. Затем хорошенько вытираю кисть, вымываю ее в спирте, разворачиваю ее горизонтально и точечными движениями сглаживаю тоже переход, но работаю совсем аккуратненько. Затем опять вытираю свою кисть и опять повторяю движение, пока мой переход не будет очень плавным. Также слежу за тем, чтобы гель-лак был равномерно расположен, не было резких переходов. С помощью тонкой кисти подвожу цвет под кутикулу. И отправляю руку в лампу, чтобы первый слой просох. Теперь дублирую еще раз второй слой. Делаю все точно так же. Градиент будет у нас на среднем и безымянном ногте, а все остальные мы перекроем черным гель-лаком. Теперь перекрываем ногти топом. Для градиента мы выбрали матовый, а вот черный цвет будет глянцевым. После полной полимеризации топа приступаю к дизайну. Буду сегодня рисовать вензеля. Для этой цели буду использовать черную гель-пасту от торговой марки Молекула. Она без липкого слоя, поэтому ее не нужно перекрывать топом. Как видите, рисунок объемный, поэтому я сушу его в лампе даже не 2 минуты, а целых 3-4, чтобы быть уверенной, что все отлично относится. Вот такой результат у нас сегодня получился. С одной стороны черный гель-лак, но есть достаточно яркий акцент. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой маникюр.
Ну и я очень надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезно для вас. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. How big is your love?